Привет, это Salesmania. Узнай что-то новое, подпишись, поделись, лайкни. Давайте поговорим про дистрибуцию. Дистрибуция вопрос вообще-то очень важный. А многие люди, которые работают в продажах, слабо себе понимают, как должна развиваться дистрибуция, что она из себя представляет. Поэтому я решил сделать такое небольшое видео. На что нужно обращать внимание, что из себя представляет дистрибуция. Это вводное видео, которое, может быть, чуть-чуть прольет вам свет на то, чем вы занимаетесь. Если вы видите это видео, значит, вы вовлечены уже в продажи, вам нравится заниматься этим, и вы хотите постичь более глубоко все тонкости развития дистрибуции. Дистрибуция – это распространение в переводе с английского языка to distribute, распространять продукции на территории рынков сбыта. Задумывались ли вы когда-нибудь, как с завода или как с фабрики товар попадает в магазины? Ведь представьте себе, если стоит какая-то фабрика, и каждый магазин будет приезжать на эту фабрику за продуктом, то очередь из потенциальных покупателей выстроится до самой, наверное, государственной границы любой страны. Поэтому придуман институт дистрибьюторов. Дистрибьюторы, они представляют из себя компании, которые имеют официальный договор с компанией-производителем для того, чтобы распространять продукцию на веренной ему территории. И сейчас я вам хочу показать небольшую анимацию цикла дистрибуции. На территориях есть торговые объекты, в которые приходят покупатели за покупками. Есть заводы. И есть дистрибьюторы, которые занимаются распространением товара от производителей по той либо иной территории. Для начала сотрудничества необходимо между заводом и дистрибьютором подписать дистрибьюторское соглашение. Дальше на условиях оплат, а как правило условия оплаты для новых дистрибьюторов это предоплата. Бывают и другие случаи, но я на своей памяти даже так вот сразу не скажу, какие компании могут дать сразу отсрочку неизвестному дистрибьютору. Дистрибьютор перечисляет деньги на фабрику, производитель отгружает ему материальные ценности, команда торговых представителей самого дистрибьютора занимаются объездом своих территорий и предлагают товар тому либо иному магазину. После этого они возвращаются с заявками. Эти заявки формируются в отгрузочные накладные, загружается транспорт внутренней логистики, и этот транспорт объезжает торговые объекты, доставляет товар в магазины. После чего в данные магазины начинают приходить покупатели, они видят этот товар, покупают его, затем магазины возвращают эти денежки на дистрибьютора. Таким образом, у нас деньги, которые дистрибьютор заплатил за товар, попали ему обратно на счет, а магазин отдал тот товар, который произвел производитель, нашим замечательным покупателям. Разница есть очень большая от оптовика и дистрибьютора. Многие это очень понятие сильно путают и не понимают, в чем разница. Оптовик может закупать любой ассортимент, какой хочет у производителя, и дальше его сбывать на свое усмотрение. У дистрибьютора есть некие обязательства перед поставщиком. Это как выборка объемов продаж, соблюдение ассортиментов. И дистрибьютор обязан покупать максимально широкую ассортиментную матрицу у производителя, но, безусловно, обращая внимание на конечные продажи этого продукта на своей территории. Первый момент. Второй момент. Дистрибуция всегда во всем мире развивается только двумя путями. Первое – это количественная дистрибуция, и второе – качественная дистрибуция. Какая разница между ними? В первую очередь, особенно на незнакомом регионе, вы, если новая компания-производитель входит в этот регион, вы начинаете прирастать количеством клиентов или количеством торговых точек. У вас начинает развиваться количественная дистрибуция. В один магазин продал, во второй, в третий, в четвертый, в пятый и так далее. У вас начинает расти количество клиентов, которые покупают вашу продукцию. Тогда мы начинаем параллельно развивать еще и качественную дистрибуцию. Качественная дистрибуция говорит о том, что внутри каждого клиента, в котором есть ваш продукт, должен развиваться ваш ассортиментный портфель. То есть, грубо говоря, так как продажи это некая война между поставщиками за полки, соответственно, вы должны вытолкнуть конкурентов
с полки и поставить свой максимально широкий ассортимент, который вы производите в каждой торговой точке.